Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Пока еще тоже не бритье. Да, понимаю, тут маленечко отросло, наверное, завтра-послезавтра буду бриться, но пока вот, к сожалению, вот тот раскардаш, который сейчас вот за последнюю неделю, я его использую для того, чтобы как-то привести в порядок все те дела, которые не успевал, пока было все в размеренном темпе. Поэтому сейчас вот как бы бритье в ущербе, вы уж сильно строго не судите. Я вам уже даже подарочек приготовил. Тут мамбу на следующий раз запустим, чтобы все могли посмотреть. Но не суть. Сегодня я хочу вам научно-познавательный фильм маленький устроить. Придумал его не сам. Сценарий целиком и полностью написал Дмитрий Платахин. Димыч, привет, если смотришь. Для тех, кто не знает, Дмитрий Платахин — это один из старых подписчиков, но он уже давно перерос из старого подписчика в старого хорошего товарища. Мы частенько с ним переписываемся, обмениваемся информацией. Что-то он мне присылает, что-то я ему присылаю. Так вот, не так давно, наверное, где-то, может быть, месяц, полтора-два, он мне присылает фото и говорит: Викторович, смотри, что можно сделать. Короче, Дмитрий работает в доме быта, он заточник по роду своей профессии, но с нынешней деятельности. Но плюс ко всему он еще и хороший химик. И вообще он просто головастый, нормальный, хороший мужик. Так вот, у них на работе они там кое-что очищали себе методом очистки. И он и подумал, а что бы это, допустим, применить в наших сугубо житейских меркантильных целях. И стал использовать алюмокалиевые квасцы. Что из этого получилось, мы сейчас с вами скоро совсем узнаем. Но суть такова. Если у вас дома есть один, два или больше алюмокалиевых квасцов, или, допустим, у вас там несколько огрызков таких, которые вы раньше покупали в магазине, знаете, вот эти вот с ароматическими добавками, с красителями, со всякой фигней, или какие-то другие еще камешки, вы всегда из этих огрызков, из этих много-много маленьких можете сделать один, но большой. Приветствую, Вадим Батькович. Чистый кристалл алюмокалиевых квасцов. Вот такой. Получается все вот из такого дезодоранта выращено. А вот это квасцы, которые были получены расплавом в водном растворе. Вот это вот синенькое, это недорастворенные кислоты, которые не были вымыты и так далее и тому подобное. А вот это нержавеющая миска, в которую это было перелито. Вот так вот действует кислота. Вот. Представь. Информация для размышления. Вот этот, который продается в магазине. Вот этот чистый. Очищен методом кристаллизации. Один, но по 5. Маленькие, но по 3, но маленькие. Как это сделать, показал Дмитрий Платахин. А я вот в этом видео, которое вы сейчас посмотрите, постараюсь все это воспроизвести. И что из этого получится, мы узнаем совсем скоро, через несколько минут. У меня же на это уйдет, там день-два, как время будет. Все, пошли смотреть, что мы будем делать. Ах да, будем использовать вот эти все камешки. Из всех них я вот постараюсь сделать что-то одно. Это все, что нам понадобится для наших экспериментов. Термометр, пирометр, чтобы измерить температуру нашей воды. Фольга, чтобы утеплить нашу колбу, чтобы она быстро не остывала. В идеале, конечно, если у вас будет термос, любой, только учтите, отверстие в термосе должно быть такое, чтобы вам удобно было вытащить ваш кристалл. Фильтр, лучше всего кофейный, конечно, для того, чтобы профильтровать все это дело. Весы, то, что будем взвешивать. Посуда, вода для дальнейших наших действий, ну и, конечно же, сами квасцы. А теперь начинаем. Понятия не имею, что из этого получится, но почему-то захотелось получить большой кристалл. Для этого я собрал, не все, что было, но приличное количество. Во-первых, конечно, взял свой старый камешек соли. Он меня до сих пор еще устраивал, претензий к нему 0. Единственное, что, конечно, внутри, посмотрите, там вот насквозь уже дырочка, видите, пропаялась. Но, в принципе, для ненатуральных кристаллов это не возбраняется. Время от времени, конечно, такое же случается. Парочка своих кристаллов, этот камешек не раз меня уже выручал. И думаю, что сейчас еще раз послужит. За одним еще взял второй наш алюмокалиевый квасец, который также есть у нас в компании.
Вот такой вот красавец. Ну, подумал, почему бы нет. Сразу же, чтоб в кучу. Для тех, кто не в курсе, это да. О, извиняюсь, даже стойка закачалась. Да, можно вытащить, и все это здесь вот таким вот макаром и крепится. Пускай будет точно так же там. Но и для того, чтобы понять, насколько будет очищен раствор, не поленился, пошел еще в магазин, взял минеральный дезодорант. Ну, наверное, те же самые квасцы. Нет у меня оснований подозревать, что это что-то другое. Чем отличается цвет и запах? Вот это здесь есть. Конечно же, это не похоже на натуральный, сделано на его основе. Но вот сейчас посмотрим, благодаря нашим экспериментам, очистится все это или нет. Здесь его уже просто так вытащить не удастся. Это придется выламывать. Вот это сейчас все вместе и будем измельчать. Как вы знаете, против лома нет приема, если нет другого лома. И, кстати, купленный дезодорантик недолго сопротивлялся. Здесь вот такая заглушка, она отлетела первая, и потом вылетело все остальное. Но можно, конечно, при желании вставить все обратно и тут что-то еще изобразить. Но это так, для информации, кому это будет интересно. Все, ребята, у нас все практически готово. Нам осталось взять какой-нибудь камешек. Это у нас будет будущий центр кристаллизации. Но я думаю, что это все-таки большой. Давайте возьмем что-нибудь поменьше, чтобы он маленький вот такой был. Ну, вот такой, наверное, оставим. А все остальное в раствор. Берем удобную посуду, обнуляем. Ну, как вы видите, у нас получилось 263 грамма, как я и предполагал. Для того, чтобы получить у нас перенасыщенный раствор, нужно добавить примерно то же самое количество воды. 1 к 1. 520, ориентируемся на это. Ведь, да что тут осталось? Пускай туда уже идет. Воды у нас будет чуть-чуть больше. Теперь размешать все это и нагреть. Посмотрите, какой чудесный кристаллик. Этой стороной, конечно же, хоть и чрезвычайно красивой, будет пользоваться весьма затруднительно, но зато и можно любоваться. Но вот с этой стороны, с двух сторон, по радиусу и здесь, этой стороной, конечно же, да, уже пользоваться можно. На прочность я его не проверял. Но судя по тому, как вот здесь выглядят вот эти вот вещи, то да, его, конечно, разломать можно будет. Но я этого делать не стану, я буду просто им пользоваться. Еще в процессе выемки стеклянной колбы отломался кусочек, там еще один маленький. Не хотел выходить кристалл, пришлось его нагреть в микроволновке, там градусов на 15 секунд, мощность 600 ватт. И он все-таки вышел. Так, а сколько же эта красота у нас весит? Давайте. Получается,
208 грамм. Первоначальный вес у нас был где-то в районе 250, то есть получается где-то порядка 42 грамм мы потеряли в виде недобранных солей, ну и скорее всего в виде взвеси, в виде примесей каких-то. Ну то есть, грубо говоря, 40 грамм в усадку-то и ушло. Ну, я считаю, это невелика потеря. Взамен мы получили, смотрите, какую красоту. Ни капли не жалею об эксперименте. Из много-много маленьких, вот тут осколочек откололся, да, я вам уже его показывал, получилась вот такая вот красота. Ну, этой стороной, чуть теоретически, конечно, да, тоже можно использовать, но она вся такая красивая, и любоваться буду. Но вот из всего этого, ну, вполне себе, да, будет работать, будет служить хорошо. Не знаю, насколько долго протянет этот камень, потому что вот со своей колокольни сейчас вижу, несмотря на то, что здесь вот такие замурчательные, прекрасные, красивые кристаллы, с этой стороны я вижу, что некая неоднородность все-таки присутствует. И наподобие того, как откололся вот этот маленький кусочек, когда я его из стеклянной колбы-то вытаскивал, вполне себе могут разойтись и эти. Почему так произошло, я не знаю. Я рассчитывал на монокристалл, но вот здесь вот все-таки какие-то прожилочки и есть. Возможно, там образовался не один, а два центра кристаллизации. В чем я сильно сомневаюсь, потому что тот, который я туда забросил, такой хороший камешек, он в принципе должен был все оттянуть на себя. Плюс мы соблюдали технологию, и остужал я это все, раствор, достаточно долго. У меня больше суток прошло, я даже двое, я туда не лез, не карабкался. Если вы не будете укутывать, не будете соблюдать вот этот паровой режим, то это приведет к быстрому остыванию. А быстрое остывание приведет к тому, что будет появляться слишком много центров кристаллизации. И по факту, да, вы что-то получите, но это будет или много-много-много мелких кристаллов, или какая-то такая рыхлая масса, что вот так вот взяли в руки, она и рассыпалась. Я думаю, что можно прийти к гораздо более лучшему результату, нежели получилось у нас. Как? Ну что, у нас была фольга и пара полотенец, да? А может быть, у кого-то есть термос, может быть, у кого-то есть холодильник. Знаете, вот как на природу выезжают холодильники. Так вот, все это не только хорошо укутать в фольгу, в полотенце, но еще и в холодильник такой, если добавить. А еще, если батарея рядом есть, чтобы быстро не остывало, возможно, это получилось бы еще лучше. Но что получилось, то получилось. Подтвердилось, да, из нескольких разрозненных алюмокалиевых квасцов каждый из вас может сделать сам своими руками один, но по 5. Большой и красивый. На этом разрешите с вами попрощаться. Димыч, спасибо за науку. В конце концов, простая химия. Каждый это знает, но почему-то не каждый применил, а ты сумел. Молодец, молодец. Вот прям красавчик. Дай 5. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Все будет хорошо. Берегите себя, своих близких берегите. Ну все. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.